Немного психотерапии. Время не башмаки и не костюм. Оно не может быть не по размеру. Однако Борис Яковлевич Малобородский именно так время ощущал. Он трудился в Центре развития семьи психологом. Конечно, психиатра-пенсионера, старомодного, без связи и опломба, в такое крутое место не взяли бы никогда. Если бы не скандал, случившийся с его предшественницей. Та 4 месяца боролась с депрессией у пациентки, а у пациентки маниакально-депрессивный психоз. И когда эта несчастная вышла из окна 10-го этажа, грянул такой скандал, и через некоторое время Борису Яковлевичу предложили работу. Работалось скучно. Он прекрасно понимал всю свою бесполезность. От него никто не ждал помощи, коррекции или психотерапии. Люди приходили на сеанс, выплевывали свои горести, проблемы, обиды, комплексы. Менять никто ничего не хотел, но платили хорошо. И Борис Яковлевич, свыкшийся с вечной бедностью, вдруг ощутил, как много замечательных вещей можно купить и порадовать свою жену Симу, или дочку Люсю, или внука Сеню. За эту радость можно было и потерпеть скуку на работе и косые взгляды коллег. Этого мальчика привели родители. Слишком простые для элитного центра. Слишком люди. Только такая характеристика пришла на ум Борису Яковлевичу. Им посоветовала обратиться к нему медсестра, когда-то работавшая с ним в отделении. Она теперь подрабатывала в школе, где учился мальчик. Мальчик ни с того ни с сего расколотил топором бабушкин антикварный комод из красного дерева, в школе избил 2 одноклассников, и от заявления в милицию родителей пострадавших удалось отговорить только с условием, что Гору, так звали скучающего в приемной у Бориса Яковлевича, отведут на обследование к психиатру. Сперва Борис Яковлевич беседовал с родителями. Гора родился в срок, никаких патологий у него не было. Он вообще до недавнего времени никаких хлопот родителям не доставлял. Был веселым, добрым, заботливым, учился прилично и помогал по дому. Когда Борис Яковлевич поинтересовался, какие у Горы отношения с бабушкой, отец Горы Николай изменился в лице и ничего не ответил. Отвернулся. А мать Надежда торопливо ответила: нормальные отношения. Ответила слишком торопливо, как отрезала. Про школьную драку родители ничего не знали. Именно после этой драки Гора замкнулся. Раньше он делился с родителями своими мыслями, переживаниями, рассказывал обо всех событиях в школе, но после драки и малого педсовета он почти не общался ни с отцом, ни с матерью. Родители Горы вышли из кабинета, а Гора вошел. «Здравствуйте». «Здравствуй. Проходи, располагайся». Мальчик был совершенно не похож на его обычных пациентов. Не было в глазах ленивой тупости и пресыщенности, не было судорожных попыток показать свою псевдоважность, не было наглой самодовольности. Совершенно спокойный и симпатичный мальчик. Борис Яковлевич даже подумал, что именно таким представлял своего внука Сеню, когда тот подрастет. «Меня зовут Борис Яковлевич Малобородский. Я буду с тобой работать. А я Гора, Георгий Корниенко. Расскажи о себе, Гора». «Мне 13 лет. Живу с папой, мамой и бабушкой. Учусь в школе. Играю в футбол. У меня есть друг Паша Сатановский. Наверное, это все. А ты знаешь, почему ты оказался у меня в кабинете? Я псих». Глаза у Горы потемнели, и нос стремительно покраснел. Малобородский почувствовал его отчаяние, но Гора не заплакал, не разразился обвинениями, просто смотрел в глаза Борису Яковлевичу и ждал ответа. «Нет, конечно, ты не псих. Вернее, не психически больной. Псих говорить неэтично. Психически больные люди проходят лечение в специальных лечебных учреждениях. В психушках, Гора, так тоже неэтично говорить. Когда-то психиатрические больницы назывались дома скорби. Это очень печальное место. Ты психически нормальный, но твои поступки требуют хотя бы какого-то объяснения. И ты здесь, в этом кабинете, чтобы разобраться в себе. Или ты против? Мне и так все в себе понятно. Это остальным нужно разобраться. Хотя и остальным тоже все понятно. Просто, Гора, я хочу тебе помочь.
Расскажи все с самого начала. Я обещаю никаких ярлыков не навешивать и никаких оценок не давать. Хорошо, Борис Яковлевич. Слушайте, сперва про драки. Мой друг Пашка, он из многодетной семьи. У него 3 брата и 1 сестричка, совсем маленькая. А папа его в прошлом году в аварию попал. Погиб, короче. Они раньше нормально жили, папа хорошо зарабатывал, а теперь им очень тяжело. Ну и Пашка, он ходит в вещах из секонда. Я тоже хожу в вещах из секонда, но надо мной не издеваются. А Пашку Гена и Степка совсем затравили. Причем у Степки папа очень важный, председатель правления какого-то банка, и Степка думает, что ему поэтому все можно. А Генка дружит со Степкой. Они Пашку дразнят бомжик. А Пашка плачет. Я ведь не сразу в драку полез. Я сперва словами просил Пашку не обижать. При всех просил, из глазу на глаз. Бесполезно. Я в тот день драться не хотел. Подождал их после школы и опять по-хорошему. Не обижайте Пашку, это не по правилам. А Степка сорвал шапку с Паши и давай ее топтать. Ну, я и ударил. Одного раза оказалось мало. Степка начал орать всякую муть. Бомжары, ушлепки, мой папа банкир, вы землю жрать будете. Но я такое не стерпел. Побил я их крепко. И знаете, Борис Яковлевич, можете записать меня в психи, но я не раскаиваюсь. Я правильно поступил. Теперь, прежде чем кого-то обидеть, они подумают. Вспомнят, что за это можно получить. Ты не прав. Теперь они будут думать, что прав сильный, даже если он не прав. Но разве сила не для того, чтобы защищать слабых? Прости, я тебя прервал. А почему ты изрубил антикварный комод? Тут я не прав, наверное. Просто очень больно, когда тебя предают. После драки с Геной и Степкой родители вызвали в школу. Папа Степки наделал шуму, директор и завуч устроили шоу для Степки и его папы. А мои мама и папа даже не выслушали меня. Они только извинялись, оправдывались, только в ножки еще не кланялись. Знаете, как страшно чувствовать, что ты ненавидишь своих родителей. Но сперва, задолго до этой драки, к нам переехала бабушка, мамина мама. И у нас дома все стало плохо. Что бы мы ни делали, все неправильно, глупо, некрасиво. Когда папа задерживается на работе, бабушка говорит маме, что у отца другая женщина. Когда мамы нет дома, она начинает пилить отца, что мы не так живем, и если бы мой папа не был таким идиотом, то смог бы обеспечивать семью. Ну а я уголовник, по мне тюрьма плачет. После этого шоу в кабинете директора мама и папа стали как будто заодно с бабушкой. А когда она начала срывать с меня рубашку, чтобы показать родителям, что я наркоман, я не выдержал. В кладовке хранился туристический топорик. Я его достал и комод изрубил. Но ведь ты не наркоман? Нет, я не наркоман. Знаете, Борис Яковлевич, мне стыдно, что я рубил комод. Это плохо, когда твои родители смотрят на тебя с ужасом. Но бабушка больше не донимает придирками и своими жуткими домыслами ни меня, ни маму, ни отца. Получается, что с такими, как бабушка, по-другому нельзя. Ну почему же нельзя? Можно и нужно. Но на сегодня наша встреча закончена. Жду тебя в четверг в это же время. Гора давно ушел, а Борис Яковлевич продолжал мысленно с ним спорить. Он принял молодую даму с семейными проблемами, потом солидного бизнесмена с синдромом хронической усталости. Рабочий день закончился, а Борис Яковлевич все сидел и думал о подростке, не желающем смириться с несправедливостью, жестокостью, ненавистью. Мог ли он, немолодой, потрепанный жизнью неудачник, помочь ему? Очень хотел. Но врать себе бессмысленно. Он торгует воздухом. И сила его на исходе. Время, как тяжелое не по размеру пальто, давит на плечи и сковывает движение. Борис Яковлевич сложил бумаги на столе, повесил в шкаф свой халат, надел плащ и медленно вышел из кабинета. Он направлялся в супермаркет, нужно было купить продуктов домой. На пешеходном переходе его едва не сбил молодой человек на черном Митсубиси. И хоть лихач проскочил на красный свет, но высунулся из окна и обругал Бориса Яковлевича.
Тот сперва стал извиняться, но когда лихач на его извинения ответил матерно, старый доктор вдруг со всей силы треснул по капоту кулаком. Водитель, покрутив пальцем у виска, уехал. А Борис Яковлевич поплелся в супермаркет. Он долго бродил по отделам, набирал в корзину продукты, рука нестерпимо болела, и время от времени он смахивал с лица горячие стариковские слезы.